Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Паранормальное не перестает происходить у совершенно разных людей в разных обстоятельствах. Поэтому держите очередную подборку страшных видео на эту тему. 1500 лайков, и я сразу выкладываю новое видео. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! В следующем видео действие происходит в больнице Испании. Мужчина снимал видео, когда находился там поздно вечером. Он никак не ожидал увидеть такое. Давайте посмотрим. Ay, loco, que vi a alguien pasar. ¡Ey! Váyanse de aquí, ahorita va a prender un incienso. Se les acabó el chistecito. Когда он поворачивает камеру, в углу коридора можно заметить темную фигуру, которая стоит, не двигаясь. Мужчина решил выложить данное видео в социальные сети и спросить у своих подписчиков, что они увидели. Многие писали, что это было похоже на теневую фигуру и выглядело достаточно жутко. Часть пользователей предположила, что это мог быть человек в темной одежде. А вы как думаете, что это было на самом деле? Никого нет дома. Следующее видео было снято, когда семьи не было в квартире. Давайте посмотрим. Сначала крест, который находится над дверью, вдруг падает, а затем открывается дверка кухонного шкафчика. То же самое происходит и с холодильником. Паранормальная активность не заканчивается. Через мгновение включается сама по себе микроволновка, которая работала в течение нескольких минут. Спустя какое-то время с кухонного шкафа падает банка, а предметы на столешнице начинают шевелиться и также падают. В конце ролика начинает шевелиться и сама камера, установленная хозяевами перед отъездом, а затем и вовсе падает. Слышно, как реагирует собака, начиная лаять. Семья считает, что они столкнулись с полтергейстом в своей квартире. А вы с ними согласны? Силуэт. В следующем видео мужчина заметил нечто странное около больницы и начал все снимать. Смотрите внимательно.
можно увидеть полупрозрачный силуэт, который будто выходит из больницы, а затем медленно идет по дороге. Дальше фигура подходит прямо к машине мужчины, который снимает, и быстро пропадает. Мужчина выложил это видео в попытке найти ответы на свои вопросы, главный из которых, что же это было на самом деле. Заброшенное помещение. Следующее видео сняли блогеры, которые исследовали заброшенное помещение. Они наткнулись на нечто действительно жуткое. Смотрите внимательно. В одной из комнат можно заметить темную фигуру, но блогеры утверждают, что находились в здании одни. Тогда что же это могло быть? Как всегда, решение остается за вами. Брон и Гар. В следующем видео группа исследователей отправляется в Броннигард, здание, которое в прошлом функционировало как больница, тюрьма и даже дом для пожилых людей. Броннигард, известный как одно из самых посещаемых мест в Северном Уэльсе, когда-то было довольно суровым местом, куда нуждающихся и бездомных отправляли работать в ужасных условиях. Жизнь здесь обычно была довольно мрачной. Многие люди умирали от голода и болезней. Из-за этого некоторые считают, что духи тех, кто здесь умер, все еще могут обитать в здании. Давайте посмотрим, что удалось заснять группе исследователей. Когда они настроили оборудование и установили камеры в одном из помещений, одна из них засняла нечто странное. Можно увидеть нечеткую фигуру, напоминающую тень, которая начинает шевелиться. И через мгновение камера наблюдения, которая реагирует на движение, поворачивается прямо туда, а затем слышится стук. Еще одна камера, установленная у лестницы, засняла нечто похожее на звук шагов. Но это было еще не все. В одной из палат в дверном проеме будто что-то появляется, и он затемняется. В этой же палате было снято нечто странное и необъяснимое. Посмотрите сами. В комнате, где группа исследователей оставила свои вещи, также происходят странные события. Камера слежения вдруг начинает двигаться без видимой на то причины. Возможно, она кого-то или что-то уловила. Посмотрим дальше. Если обратить внимание на эту комнату, то помимо летающих орб, можно заметить аномальную фигуру в дверном проеме, которая появляется и быстро исчезает.
комнате, где раньше размещали больных, оборудование также реагирует на паранормальную активность, а также слышны едва уловимые звуки, похожие на чьи-то крики. На этом расследование подходит к концу, а группа еще раз убедилась в том, что в этой больнице обитает нечто паранормальное. Блокнот. Следующее видео снял мужчина, когда был на работе. По его словам, блокнот на стойке регистрации вдруг открылся сам по себе, и он решил все снять на телефон. Посмотрите сами. Lo vi acá, yo estaba mirando para acá. Ay, ¿cómo está el reflejo? Yo estaba acá, yo estaba barriendo y estaba mirando ahí y se abrió. Блокнот действительно открывается, несколько страниц перелистывается и все прекращается. Мужчина понятия не имеет, с чем столкнулся, однако пользователи высказали разные предположения, от открытой двери и ветра до кондиционера или вентилятора, которые могли быть причиной такого явления. Связь. В следующем ролике группа исследователей паранормального отправилась в Мэтлок, графство Дербишир, чтобы осмотреть печально известное полуразрушенное здание. Во время своего приключения команда пыталась установить контакт с потусторонним миром. Вечером, находясь на улице у здания, они пытались побудить духа, взаимодействуя с ними и их оборудованием. Just thought we'd do an impromptu live because we're getting bits of K2. We're getting quite a bit of activity. And we want to show it you live. We don't usually do lives, but this is a one-off, or a very rare occurrence. Has the K2 stopped? Yeah, it's stopped now. Come on, if anyone's there, come forward. Позже, когда они проверили запись, то обнаружили тени, исходящие от фигур, которых они не могли видеть, и почувствовали энергию, которую не могли объяснить. Девушка из группы, Хелли, рассказала, что это приятное место, но в течение всего вечера ей казалось, что за ними кто-то наблюдает. Это чувство не покидало всех членов команды весь вечер. Им просто казалось, что что-то или кто-то пытается заявить о своем присутствии. Пользователи, которые посмотрели видео, разделились на два лагеря. Одни писали, что такие тени легко подделать, и команда могла все это сделать ради просмотров. Другие были убеждены в том, что группа исследователей столкнулась с реальными паранормальными явлениями. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Как морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора из крава. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм.
Мужчина переехал в новый дом и начал слышать посторонние звуки, напоминающие стуки. Однажды ночью он снова что-то услышал и решил все заснять. Давайте посмотрим. Ok, escuchen esto. Les estoy grabando esto. Son las 2:33 de la mañana. Y estamos completamente asustados. Sí, por estos sonidos. No sabemos qué esté detrás de la puerta, pero estamos muy asustados. Al parecer no se ve nada. Pero y efectivamente, como pueden ver a simple vista, pues no es nadie. Pero se siente como que si alguien me vigilara. Vamos para adentro mejor. Vamos adentro, vamos adentro. Ok. Les grabo esto para que se den cuenta que esto está pasando casi todos los días. Ok, va de nuevo. What? No manches. Он подходит к двери, от которой слышны громкие стуки, будто позади нее кто-то есть. Однако, когда он выходит на улицу, то у двери никого не обнаруживает. Тем не менее, стуки не прекращаются. Посмотрев запись внимательно, мужчина понял, что за ним кто-то следил, так как увидел чье-то отражение. Следующей ночью он снова просыпается от стуков. На этот раз он решает не открывать дверь, а посмотреть в глазок. И происходящее по ту сторону двери его не на шутку пугает. Lamento, sí. La verdad no sabemos qué No manches, ¿qué fue eso? Ok, vamos. Realmente, amigo, no sabemos. Escuchen. No manches, nuevamente, ¿qué es eso? No puede ser. Es lo que estoy viendo, amigos. ¿Escuchan eso? Para todas esas personas que dicen que esto es mentira. Esto es increíble, amigos. Es increíble. Escuchen, realmente no entiendo lo que quiere decir. Creo que se ha ido. Fuck. На улице явно кто-то или что-то есть, что его пугает. Эта фигура достаточно большая. Она сначала отдаляется, а потом вновь приближается к двери, будто хочет напугать. На этом все не заканчивается, а только начинается. Мужчина говорит, что ситуация становится только хуже. Опять слышны стуки в дверь, которую он решает открыть. Abrimos la puerta y esto está pasando el día de hoy. Como pueden ver, sigue molestando. La puerta sigue sonando como que si estuviera alguien detrás de ella. Sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera, pero bueno, aquí vamos. Miren, lluvia. Y no hay nadie. Nuevamente no hay nadie, solamente lluvia. Que vamos a cerrar y vamos a ver qué pasa. En el video anterior sé que muchos de ustedes me dijeron que no abriera la puerta, pero bueno, ya. Escuchen, les digo, esto se salió de control y no
No sé cómo pararlo. No sé cómo va a no sé cómo va a terminar esto. Escuchen. Esto es realmente traumatizante para mí. Y como les dije ayer, amigos, miren. La televisión. Miren. No sé si alcanzan a ver. Que se proyecta una imagen muy extraña. Ok. Miren. Opa, ¿qué fue eso? No manches. На улице в тот момент идет дождь, но никого постороннего на заднем дворе не видно. Как только мужчина закрывает дверь, стуки вновь появляются. Спустя несколько секунд он замечает перебои со светом. Лампочки начинают гаснуть. Затем и на телевизоре появляется рябь. Однако самые внимательные зрители на телевизоре заметили фигуру, напоминающую нечто демоническое. Мужчина уверен, что его преследует что-то в собственном доме. Темная фигура. Следующее видео было снято в Малайзии. Блогеры отправляются в заброшенное здание, где не так давно была убита женщина. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Apa tu? What? В одном из дверных проемов они почти сразу замечают нечто темное, что показывается буквально на несколько секунд, а затем исчезает. Allahu Akbar. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Was? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Ada kelipat hitam, woi. Они бегут на улицу и снова замечают темную фигуру, которая, кажется, стоит и смотрит на них несколько секунд, а потом скрывается из виду. На этом их расследование не заканчивается. Dengar, woi. Kau dengar? Kau dengar, woi? Cakap ada benda kat depan sini ke? Okey. Рядом с местом, где они видели темную фигуру, мужчины слышат, как кто-то зовет на помощь. Они пытаются найти того, кого слышали, но вместо этого документируют еще одну аномальную фигуру вдалеке. Daripada semua arah. Raj, kalau aku salah, minta aku salah nampak, weh. Minta aku salah nampak, weh. Minta aku salah nampak. Aku nampak tadi. Weh, dia mengandung, weh. Allahu Akbar, weh. Mengandung? Perut dia besar, weh. Kejar, weh. Kejar. Бесстрашные блогеры бегут прямо туда, чтобы узнать, с кем или с чем они имеют дело, и им удается снять фигуру еще раз. Perut dia besar, weh. Perut dia besar, weh. Subhanallah. Perut dia besar, weh. Tak. Kepala otak kau. Kau ingat manusia ke? Дальше разворачивается интересное зрелище. Один из мужчин бежит прямо на фигуру, а второй все снимает. Однако, когда они приближаются, то никого не находят. Блогеры решают продолжить, несмотря на все произошедшее. И уже спустя некоторое время они снова видят темную фигуру, которая, кажется, начала их преследовать. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Что на самом деле засняли блогеры у того заброшенного здания, мы никогда не узнаем, но можем хотя бы предположить. Колледж.
Мужчины из Индии отправляются в колледж, который считается населенным призраками. Судя по легендам, здесь погибали многие студенты, а их души все еще не отошли в другой мир. Уже спустя несколько минут мужчины замечают нечто пугающее. Давайте посмотрим вместе. Темная фигура бродит по коридору, а затем исчезает. Они отправляются на ее поиски и снимают все на камеру. Однако, осмотрев помещение, никого и ничего не находят. Так что же удалось снять мужчинам на самом деле? Пишите свои догадки в комментариях. Паранормальное здание. В следующем ролике блогер и любитель паранормального отправляется в здание в Америке, где, судя по легендам и рассказам местных жителей, обитают призраки. Посмотрим, что ему удалось заснять. Andy? God, dude, it is so cold in this room right now. I don't know about you, but like I have this... Ben, turn around, turn around, turn around, turn around. Oh, shit. Okay. Well, that was anticlimactic. It was the softest door slam in history. Who's here with us right now? Когда блогер начинает исследование здания, он замечает, что в одной из комнат стало холоднее, и уже спустя несколько секунд дверь вдруг медленно закрывается, без видимой на то причины. Расследование продолжается, а паранормальные явления не перестают происходить. Is something coming from this do not enter room? All right, let's try this one more time. What the fuck did I just hear? Who's there? Oh, Jerry. But guys, I'm trying to tell you, it's hard for me to literally do anything right now because my camera light's dead. На этот раз, когда блогер шел по коридору, он столкнулся с посторонними звуками и заметил, как люстра начала качаться. Спустя несколько минут расследования блогер замечает, что все двери почему-то оказались закрытыми, хотя когда он заходил в комнаты, он их не закрывал. Он пытается обратиться к призракам, но не ожидает, что кто-то ему ответит. What the f... That literally sounded like it came from... Hello, spirits? Who closed these doors? Whoa! 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 Shit! No, 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 no. No, no. Every... No, 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 no. В конце концов, блогер решает использовать доску Уиджи, чтобы узнать, действительно ли в этом здании обитают духи. Okay, let me not do that because I'll end up opening a fucking gate or something. Is there any spirit here with me tonight? Can you please give me a sign that you're here? What the fuck is this? Как только он просит их подать знак, указатель вдруг начинает двигаться и падает со стола. На этом расследование заканчивается, а блогер находится в полнейшем шоке. Однако многие зрители, которые посмотрели видео, обвинили мужчину и утверждали, что его видео постановочное. Другие писали, что не нужно было использовать доску Уиджи для цели связаться с духами, так как можно себе навредить. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Пару лямов money on my neck.
pain, no gain, иди нахуй, мандай. Дора is my name, ра-та-та, бэнг-бэнг. Кэш, всем нужен кэш, всем нужен кэш, да. Купюры в руках, как светофор, green light. Когда жмешь на газ, снова новый файт. Деньги в кармане, как айс на рист. Настал момент, где ты из списки мист. Кэш нужен всем, как Wi-Fi в метро. Бабки в кармане, это мой флоу.